Крохотный сбой 188. Парк Пиково был таким же маленьким, как и сам город. 3 завода сделали его крохотным промышленным центром, который редко упоминался в федеральной прессе. Теплый климат настраивал жителей на благодушие. Рачительные директора предприятия умели взвешивать силы подчиненных и оставлять им достаточно хорошего настроения и времени на отдых. Поэтому большинство обитателей летом собиралось в парке у озера, чтобы степенно отдыхать и общаться. В субботу пляж, шашлыки и разговоры не стали такими же, как обычно, только потому, что солнце внезапно потемнело. Как будто из ниоткуда взялась туча. Потом она рассеялась, и внутри оказалась летающая тарелка. Мужчины успели подумать о том, что новое китайское изобретение, похоже, украдено на Западе, но оказалось таким некачественным, что сейчас рухнет к ним в нейтральную страну. Кое-кто наполнился внутренней решимостью сдать ценное оборудование родной полиции и даже охранять его неделю, пока не подкатят специалисты откуда надо. Инопланетный корабль действительно сел на поляну в парке. Из него вышел красный человек карикатурной внешности. Подкрутил какой-то прибор, вставил в ухо. Через динамик важно успокоил. «Не беспокойтесь, у меня только поломка 188. Паша Лом улыбнулся так, что дамы посмотрели на него со страхом и одобрением. Чего боишься, нарушитель границ? Какие жуткие монстры населяют ваши далекие планеты, если ты решил завязать контакты с нами, обычными людьми, а не обратился в правительство? Через 3 начнешь требовать от нас подписания международных договоров. А какое значение имеют договоры там, где встречаются такие разные цивилизации, как ваша и наша? Мы сильные, значит, вы никто. Что захотим, то и сделаем. Ты летел сюда из дальней галактики, чтобы нам это сказать. Сейчас будешь жалеть о поломке еще больше, потому что не сможешь договориться с моими кулаками. И с моими. Заорали от такого хамства пришельцы возмущенные горожане. Почему бы нам просто не поболтать о чем-нибудь? Неуверенно попытался переменить тему гость, медленно отступая к люку тарелки. Если вы любите фантастику, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, помогите в продвижении среди ваших друзей, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать следующий рассказ. Но не глупые провинциалы хорошо разбирались в отпоре мелким негодяям. Путь назад был закрыт решительно настроенными мужчинами. Вперед выдвинулись ветераны боевых действий. Женщины за их спинами тоже осмелели и вопили в полный голос. Не думай, что проживешь долго, раз на нас напал. Напоить его и выяснить, что они там задумали. Во время долгих полетов путешественники даже сходят с ума от однообразия жизни и постоянного самоконтроля в выполнении повседневного распорядка жизни. Они перестают заботиться о себе или забывают настроить необходимое оборудование. Поэтому пришелец не поставил на автоматический режим системы безопасности, хотя не забыл вживить себе защиту от токсинов планеты Земля, где он оказался впервые. Когда в него влили 3 литра самогона, он захмелел так же, как человек от бутылки хорошего вина. Дети осторожно и внимательно оглядывали космический корабль. Взрослые окружили поверженного боем и вливанием. У женщин он еще вызывал сильный страх, поэтому в первый ряд ближе к незнакомцу выступила только Кузьминична. Для чего вас сюда доставили? И когда выведут с земли всех ваших навсегда? Мужчины тоже допрашивали с умом. Сколько вас прибыло на Землю? На каком корабле ваш главный? Сильному полу втайне хотелось захватить так же легко еще хоть один межгалактический лайнер, хорошо бы с супероружием и генератором вкусной пищи, который трансформирует ее тоннами из воздуха или земли. Инопланетянин потерял только способность скрывать истину, а не весь разум. Мы летели на крейсере-разведчике и обнаружили вашу планету. Командир принял решение ее завоевать и отправил меня с донесением в штаб. У вас нет связи с военным командованием? Мы армейские. А там так. Хочешь иметь нужное обмундирование или приборы, покупай их сам. А мы слишком бедные, чтобы позволить себе все необходимое. Экономим, заменяем технику личным мужеством и отвагой. Воровство в армии, которое всегда было противником земных солдатиков, на этот раз стало их союзником. И много ли вам не удалось купить из самого необходимого?
Вам ничего не говорит названием перпестийный двигатель? Это тот, на котором ты прилетел. Нет, он лучше. Предназначен для крейсера, который перекидывает по галактикам сотни таких, как мой челнок. Мужчины посмотрели на пленника с уважением к суперразвитым цивилизациям. И покупают его простые наемники на солдатское жалование. Паша Лом даже подумал о том, что физически он будет и покрепче гостя. А через него можно будет узнать, как наняться к инопланетянам. С такими доходами он переплюнет земных миллиардеров и пристроит мужа сестры на хорошее место своим напарникам. Убьют Васю, хорошо, сестру меньше быть будет и не пропьет дом. Жалование и пенсию заработает отлично, о детях и внуках позаботится. Но остальные тоже чутко обращали внимание на странные нравы. А роботы тоже скидываются на мотор. Где же роботы могут достать денег, если им не платят? Инопланетянин рассмеялся. Нет, расслабьтесь. Корабль полностью поставляет армейское командование. Они не могут дать нам его без корпуса или мотора. Без крупной видимой дорогой части. Но четверти челноков в крейсере обычно нет. С оружием и боеприпасами тоже. Мотор без трети запчастей. А иногда техники примут подворотник, а после года эксплуатации он вылетает вместе с электроникой. То есть, по сути, инопланетяне не слишком отличались от людей. Только их роботы были более совершенными. И физика. А экономика и трибунал почти на земном уровне. Если вы любите фантастику, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, помогите в продвижении среди ваших друзей. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать следующий рассказ. И вы купили треть запчастей на солдатскую зарплату и помощь от родителей-призывников. Гость вздохнул. Больше на помощь семей и добровольные пожертвования граждан. Только надо было починить треть и взять запчасти. А капитан немного ошибся в расчетах. Он как раз в те времена прикупил дачу на планете Марута. Сумма вначале казалась достаточной. А после магазинов и установщиков денег хватило на четверть починки. И вы отважились воевать с неисправным двигателем? Почему только с двигателем? По всему кораблю мало что работало, как в отчете о приемке. Кроме того, старшие офицеры сказали, что мы не собираемся отступать. Полный мотор для того, чтобы драпать от врага. А мы собирались стоять насмерть. А кто у вас враг? Такая же мощная цивилизация, как ваша. Опять не угадали. Мы одни во Вселенной. То есть, мы думали, что кроме нашей цивилизации других не существует. Обитаемых миров больше нет. А если бы вы его нашли? Для этого у нас есть военные вроде нашей группы. Найдется какая-то обитаемая планета, мы ее уничтожим. Неглупые жители Пикова поняли его. Дамы робко нарушили молчание, перебивая друг друга. Вы так бороздите космос и уничтожаете беззащитные планеты. Во-первых, таких планет обычно никогда не было. И я солдат, а не командующий флотом. Не мне решать, что лучше для нашего мира. Да они тебе хоть платят хорошо. Нет, рабочим на заводе я получал бы больше. Только туда второму ребенку не устроиться. Запрещено законом. Перенаселение. Зачем вы уничтожаете обитаемые планеты после встречи с ними, а не договариваетесь туда переехать? Мы ни одной до сих пор не встречали. Это только бумаги. Инструкции. Над ними трудятся тысячи людей, и они тоже многое домысливают. Чтобы не остаться без премии и продвижения. И приврать там грех небольшой. Ведь других миров кроме нашего не существует. Жители Пикова смотрели на него, друг на друга. Не похоже, что военный разведчик никого вокруг себя не воспринимал как часть другого обитаемого пространства с более высокой социальной ответственностью. Она же сквозила в резюме от Паши Лома. Вы летели, искали то, что не надеялись найти. И вдруг увидели нашу планету. Поняли, что есть другой обитаемый мир.
А дальше? Командование поступило по инструкции. Вначале доложить о находке. Тут я и вылетел, чтобы передать нашим полное описание и координаты. Потом корабль должен был дождаться меня. По обычной связи это был бы просто разговор со штабом. Но вы помните, она у нас давно не работала. Дальше давай. Где сейчас основной корабль? Мотору не хватало деталей. После обнаружения планеты для уничтожения. Жители Пикова слушали мужественно, но на этом месте многих передернуло. По инструкции капитан подготовил оружие к залпу. Это и мой старт нарушили что-то в системе. Я плохо разбираюсь в корабельной инженерии. Но почти сразу же после моего старта корабль взорвался. Уцелел я один. Только поломка 188. Небольшая. Мой челнок ударило осколком. Что-то сбоит. Я не могу лететь дальше без починки. Роботы говорят, что справятся. Только им нужно полгода по вашему времени. Ты посылал сигнал бедствия. Чем? Даже у капитана нет оборудования связи. Он сам решает, куда отправляться. Только после прихода домой рассказывает, где был. Говорят, внуку мэра приемник и передатчик поставили за счет спонсоров. Но он разведчик с другого корабля. И сейчас ты все поправишь и полетишь к себе, чтобы передать своим, как найти и уничтожить нашу Землю. Поэтому я вам сразу и говорил, что мне совсем не нужно общаться с вашими правительствами. Долечу домой. Сдам вас. Получу награду. Выйду на пенсию, если дадут звание повыше. Получу и возможность куда-нибудь устраиваться на работу. Не дадут, я буду жаловаться выше. Вы не представляете, как таким, как я с молодости, хочется стать элитой. Каждый во сне и наяву мечтает заняться мирным трудом. А элите разрешено наниматься даже рабочим на стройку. Обитатели Пикова поняли правильно. Убей они сейчас инопланетянина, который даже не представился, могучая жестокая цивилизация не уничтожит Землю. И маловероятно, что найдет ее снова. Полицейский Паша Лом напишет в отчете, что злоумышленник напал на него при исполнении. Труп они потом сожгут. Тарелку отдадут спецслужбам. Нет, там коррупция, междоусобица. Нельзя допустить, чтобы кто-то отправился вместо этого врага к его хозяевам. Тарелку распилят и увезут по частям. Бросят в Марианскую впадину, в Курильские вулканы. Он уже думал, с кем из знакомых бывших участников боевых действий об этом тайно договориться. В это время дамы плакали, но тоже не теряли голову. Бабка Путилина заговорила ласково. А хочешь, зеленый человечек, я тебя прямо сейчас возьму к себе на работу? Будешь копать огород. У тебя ведь еда и одежда есть в твоей тарелке. А ты хочешь мирного труда. Другие женщины наперебой стали зазывать инопланетянина к себе на работу. Забивать гвозди, починить окно, вынести на помойку давно сломанное пианино. Пришелец был шокирован таким обилием предложений больше, чем объяснениями того, что тут ему работать можно. Власти позволят. Он смеялся и плакал. Мечта сбывалась, как в сказке. Глядя на его счастье, Паша Лом передумал убивать гостя. Он был хорошим полицейским, а значит, хорошим психологом. Все возможности путешественников к звездам меркли перед тем, что умела предложить матушка Земля. Чуждого разведчика захватили, но навсегда купили. Городишко Пиково для кого-то выглядел дырой. Для кого-то заштатным захудалым поселком. Но сегодня его жители сумели спасти от разрушения планету, которая родила Платона и Моцарта, Баха и Авица Йонну. И дали ей возможность жить и рождать новых гениев. Хотя ни мужчины, ни женщины Пикова до самой старости признанными гениями на планете не считались. Если вы любите фантастику, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, помогите в продвижении среди ваших друзей, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать следующий рассказ.